Если ваш родитель хоть немного известен, папарацци будут преследовать вас на каждом шагу, чтобы выяснить, в какую школу вы ходите, с кем дружите и есть ли у вас няня. А если ваш папа Майкл Джексон, то готовьтесь к тому, что даже спать вам придется под вспышками фотокамер. По крайней мере, именно так свою жизнь описывали Пэрис, Принц и Бигги Джонсон, дети покойного поп-короля, песни которого звучали в плеерах по всему миру. Известно, что Джексон пытался оградить детей от навязчивых таблоидов, надевал на них забавные маски или покрывал голову платком, однако потомкам певца все равно не удалось избежать ошеломляющей славы. После похорон Майкла Джексона в 2009 году снимки его детей стали объектом желания папарацци по всему миру. В этом видео я вам расскажу, как выглядят и чем занимаются наследники поп-короля Майкла Джексона. Первый ребенок Майкла Джексона и его первой жены и бывшей медсестры Дебби Роу появился на свет в 1997 году в Лос-Анджелесе. Когда принц родился, Майкл произнес трогательную речь. «Не могу передать словами, что я чувствую. Я был благословлен до невозможности. Я буду неустанно работать над тем, чтобы быть лучшим отцом, каким я только могу». Спустя 25 лет уже принц растрогал поклонников воспоминаниями об отце. «Я думаю о нем каждый день. То, чего мне больше всего не хватает, это его рук. У него были невероятно сильные, но мягкие руки». Брак Дебби и Майкла продлился недолго, и после их развода в 1999 году певец получил полную опеку над детьми, которые поселились на ранчо Неверленд. Но после смерти отца им пришлось покинуть особняк и переехать к матери Майкла, Кэтрин Джексон. После школы принц Джексон выучился на деловое администрирование в университете Лойолы Марymount. Еще студентом принц открыл благотворительную организацию HEL, которая доставляла продукты и лекарства людям во время пандемии коронавируса. В интервью принц говорил, что его отец гордился бы им. «Я очень благодарен, что у меня есть такое чувство, что все должны помогать друг другу. Это произошло из-за того, как он нас воспитал». Кроме благотворительности, принц одержим мотоциклами и даже завел свой канал, где рассказывает о своих мотопоездках по Калифорнии. Также Джексон снимает видеореакции на фильмы с своим двоюродным братом Таджем и сводным братом Бигги. Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. Пэрис Джексон получила свое длинное имя в честь города, в котором была зачата, своего отца и бабушки по папиной линии. Девушка называла смерть отца самым тяжелым периодом в своей жизни. Собственно, свидетелями подавленного состояния Пэрис была вся Америка. Так, Пэрис несколько раз пыталась покончить с собой, а в 2015 году ее даже госпитализировали после попытки наложить на себя руки. Это была ненависть к себе, низкая самооценка и мысли о том, что я ничего не могу сделать правильно и недостойно жить дальше. В 2019 году Джексон добровольно легла в психиатрическую клинику, чтобы разобраться в себе и наладить ментальное здоровье. И у нее это получилось. Она начала давать интервью и возобновила занятия музыкой. «Все в моей семье занимаются музыкой. Я же Джексон». После развода Дебби и Майкла в 1999 году Пэрис жила с отцом и почти не видела маму. Даже после смерти Майкла их встречи были не такими частыми. Как мы говорили, Пэрис с братьями поселилась у родителей Джексона, и только будучи подростком, сама Пэрис решила встретиться с матерью. Это очень круто – познакомиться с ней, увидеть, насколько мы похожи, узнать, какая музыка ей нравится. Просто круто иметь ее в качестве друга. Но отношения Пэрис с семьей отца больше напоминали борьбу, чем дружбу. После его смерти она жила с религиозными бабушкой и дедушкой, которые резко осуждали поведение Пэрис. Я дошла до того, что уважаю их и люблю их. Я уважаю их убеждения, я уважаю их религию. Я нахожусь в точке, где не ожидаю, что они отложат в сторону свои убеждения и религию. Ожидания приводят к обиде. То, что люди думают обо мне, не мое дело. Сейчас Пэрис продолжает дело отца и занимается музыкой. Она выпустила сольный альбом Wilted и также публикует отдельные синглы. Кроме того, Пэрис представляет бьюти-бренд КВД и
и снимается в сериале «Американская история ужасов». В своем интервью Пэрис часто упоминает отца и говорит, что без него не было бы и ее сегодняшних достижений. Сегодня ему было бы 65 лет. Он вложил 50 лет крови, пота, слез, любви и страсти в то, что он делал, чтобы я могла стоять здесь на сцене и петь в микрофон. Я обязана ему всем. Также дочь Майкла Джексона, Пэрис, объявила, что выходит замуж за своего возлюбленного музыкального продюсера и диджея Джастина Лонга. Об этом девушка сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram. Актриса поделилась радостной новостью в день рождения жениха, выложив снимок, на котором Джастин делает ей предложение руки и сердца. Пост она сопроводила трогательной подписью: «С днем рождения, мой дорогой Блу! Я не могла и мечтать о более идеальном человеке. Спасибо, что позволил мне быть рядом с тобой. И я тебя люблю», — написала девушка. Известно, что Пэрис Джексон и Джастин Лонг состоят в отношениях с 2022 года. До этого актриса встречалась с музыкантом Габриэлем Гленном, но отношения завершились по неназванным причинам. Бигги Джексон. При рождении Бигги получил имя принц Майкл Джексон II, но оно показалось ему слишком громким, поэтому близкие начали называть его Бланкет, а позже парень сменил имя на Бигги. Из всех детей Майкла Джексона он единственный сторонится популярности и почти не ведет социальные сети. И известно, что Бигги очень близок с принцем и называет его лучшим другом. Оба сына Джексона увлекаются научной фантастикой и исследований в области экологии. Собственно, последнее и занимает ум младшего сына поп-короля. Я действительно думаю, что это важно, чтобы каждый из нас знал об изменениях климата. Нам нужно немного больше работать, но наше поколение знает, как важна эта тема. Но Бигги близок не только с братом, но и с сестрой. В день совершеннолетия брата Пэрис трогательно обратилась к нему в социальной сети. «Я меняла его подгузники. Это такое испытание. Горжусь красивым, умным, проницательным, смешным и добрым молодым человеком, которым он стал. Он любит уединение, так что это все, что я должна сказать». Сын Майкла Джексона, Бигги Джексон, который редко появляется на публике, приехал вместе со своей семьей на прощание с дядей Тита Джексоном. На церемонию прощания Бигги Джексон приехал в классическом черном костюме, туфлях, лоферах, разбавив образ белыми носками и рубашкой. Таким образом, младший сын Джексона тонко подражает своему отцу, частью фирменного стиля которого были черные мокасины с белыми носками. Также попрощаться с дядей приехали старшие дети Джексона: сын принц Майкл Джексон I и дочь Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. Наследники поп-звезды вели себя на мероприятии сдержанно, а после нее принц Джексон поделился в соцсетях архивными фотографиями с папой Ти. Музыканта Тита Джексона не стало в возрасте 70 лет. Он скончался 15 сентября 2024 года из-за сердечного приступа. Он был третьим по старшинству в группе The Jackson 5, в которую входили братья Джеки, Тита, Джермейн, Марлон и Майкл Джексон. На сегодня Бигги Джексон делает карьеру в кинопроизводстве, заботится об окружающей среде и поддерживает близкие отношения со своими братом и сестрой. После многих лет частной жизни младший ребенок Майкла Джексона теперь привлекает внимание из-за конфликтов со своей 93-летней бабушкой Кэтрин. 20 марта 2024 года Бигги Джексон обратился в Верховный суд Лос-Анджелеса с просьбой запретить ей использовать деньги из имущества для оплаты судебных издержек, связанных с авторскими правами на музыку ее покойного отца. По данным многих информационных агентств, однажды пара подала иск в суд Лос-Анджелеса с протестом против сделки на $600 миллионов между имуществом Майкла Джексона и компанией Sony, хотя Бигги принял решение судьи о прекращении дела. Кэтрин все же подала апелляцию. The New York Post сообщила, что Бигги и его братья и сестра ежегодно получают $8 миллионов из активов своего отца. Кроме того, каждый человек также имеет право на специальную сумму денег по достижению 30, 35 и 40 лет. В 2020 году на свое 18-летие Бигги купил виллу с 6 спальнями стоимостью $2,6 миллиона в Калифорнии и переехал жить самостоятельно после 11 лет жизни с бабушкой. По данным Celebrity Net Worth, по состоянию на февраль активы Бигги Джексона достигли $150 миллионов США.